Все, доброе утро, время 4 часа ночи. Я уже с байком нахожусь где-то на окраине Нячанга. Вот просто вот как всегда, ну что-нибудь должно произойти. Вот как происходит эта высадка. Я только чуть-чуть лег поспать. Вот буквально на часочек. После того, как домонтировал видос. Будет в спешке. Нячанг, Нячанг, кричат они. Я собираюсь, быстро, все. Меня давай, быстрее. Я выбегаю, они выкидывают просто мой байк. И я забываю наушники внутри баса. За хардом я вернулся, который я тоже оставил рядом там на окошке. Наушники остаются там. Связи с водителем у меня нет, потому что билет мне помогла купить... хозяйка прошлой виллы, где я жил. Бензина, блин, даже литр не залили. Хотя слили с меня все, что было. И я, короче, даже не в самом Нячанге. Я где-то в пригороде. Мне ехать до моего отеля еще хрен знает сколько. Вот такое доброе утро. И Нячанг встречает. VIP-бас на минуточку был. Не дешевый. Ну ладно. Вот так вот приехал. 4 часа ночи, блин. Где я сейчас заправку найду, чтобы заправиться? Непонятно. Короче, как-то так. Приключения в Нячанге начинаются. Добро пожаловать в русское гетто. Оп, уже нашел здесь петрольчик на обочине. Нормально, здесь почти везде можно купить бензин. Ну как, пришлось поездить немножко. Нашел этого чувака с баньбала и с петролем. Не пропадешь, большой город. Вот это сюр, конечно, народ. Не, знаете, я даже, если честно, я даже рад тому, что вот так вот все это произошло. Потому что, ну типа, блин, было бы скучно просто приехать и меня вот так вот тепленького, как пирожочек, к отелю бы привезли. Хотел квест, получай, так это хорошо, что еще дождя нет. Так что, можно сказать, мне еще несказанно повезло. А так вообще по кайфу, пустой город, 4 ночи, как бы, даже приятно, знаете, вспомнить старые улицы. Смотрите, друзья, это же океанус впереди, видите его? Это океанус. Говорят, до сих пор слагают легенды, почему именно в этом месте осели все русские люди. И никто до сих пор не знает ответа на этот вопрос. Кстати, начинает уже поливать так нормально, поэтому я, наверное, в этот океанус сейчас и заеду. Чуть-чуть под крышу надо куда-то спрятаться. И, по-моему, там есть круглосуточные кофейни и так далее. Так, я здесь. О, как. Ну, когда-нибудь мы разгадаем эту загадку, почему все русские здесь тусуются. Да не сегодня. Хорошо, что тут есть друзья. Сейчас попытаюсь до кого-то доехать и скинуть просто рюкзаки. Ну, дальше посмотрим. У меня 2 часа дня заселения. В 2 часа дня вот чекин. Представляете, это что за вообще такое? Почему не в 6 вечера? Пьяные разговорчики какие-то пошли. Как папа, блядь. Так, ну что, я приехал в первую точку. Блин, я только что возле океануса встретил просто в дупель пьяного русского мужика. Я давно не видел пьяных людей. Он кричал, матерился и какие-то угрозы кидал проходящим мимо людям. Ну, короче, жесть. Вот заехал в океанус в 5 утра уже практически. Первый русский человек. Короче, Никас, ладно, он тут сейчас спать ложится. Я чисто рюкзаки закидываю. И поеду дальше. В океанус поехать искать пьяные приключения или что сейчас делать? Погода, конечно, жесть. Так, что, мы тут уже переместились. Смотрите, кого я встретил. А вы помните этого персонажа? Это Андрюха. Из картофельной страны мы прилетели сюда вместе в Вьетнам. Второй человек за 2 часа. Время, сколько там, 5-6 утра, короче, рассвет. Мы сейчас кофе идем пить. Время уже 10 часов. Посидели, короче, мы с Андрюхой. Про крипту общались в основном. Еще к ряду, наверное, часа 3 мы, получается, с 6 до 10. 4 часа мы, короче, болтали с Андрюхой. Я не знаю, у меня чекин в 2 часа дня, уже жарко так на улице, на самом деле. Солнце светит, смотрите, гало видно. Видите, вокруг солнца такое свечение. Огромный круг, похожий на радугу. Вообще интересное явление. Я уже сам уставший, просто писец, у меня глаза слипаются. Попытаюсь сейчас раннее заселение сделать в отеле. И надо немножко поспать. Всем хорошего дня. Если что-то сегодня будет происходить интересное, я, конечно, попытаюсь это поснимать. Но пока что, честно,
Честно, даже не знаю. Короче, как пойдет. Отель называется Blue Sea. Голубое море, короче говоря. Уже русских людей встретил, народ русских просто караул. Я забыл вообще, что в Нячанге здесь просто тонна русских людей. Мне кажется, что здесь вообще есть вьетнамцы, по-моему, здесь все русские. Внизу парковка, он мне сказал, я хотел ключ оставить в байке. Он говорит, нет. Говорит, забирай. Говорит, даже отсюда могут украсть. 4-й этаж, дверь для карликов. 4-й этаж. Я надеюсь, что у меня в комнате будет окно. И, короче, самый дешевый отель, который только есть в городе, мне кажется. Ну, где не шконку дают, а именно комнату отдельно. Стоил $1 миллион донгов за 7 ночей, получается. Номер 402. Смотрите, практически 420. Сейчас посмотрим. Сами понимаете, за такую цену как бы ожидать сверхъестественно не стоит, но это достаточно мило, довольно-таки. Единственный нюанс в том, что я оставил вещи у Никаса дома, а он особо не хотел сниматься, и он сказал, что он проснется в 5 часов вечера. То есть я, в принципе, без вещей, даже не знаю, что... Смотрите, у меня даже кусочек моря видно из окна. Вот это лакшери просто. Короче, за 140 донгов в сутки неплохо. Неплохо. Бывали в условиях похуже, как говорится. Так что следующие 7 дней в целом... У меня даже холодильник есть. Холодильник, блин. И стол, смотрите, можно вот так вот просто присесть и подумать, что вообще происходит? Где я? Ух, офигеть, за окном уже ночь. Ребята, вот это я проспал. Вроде бы 6 часов всего. Время почти 7 вечера. Офигеть, я, наверное, в 12 или в час где-то вырубился. Так, ну что, поеду за вещами. Надо как-то вливаться в нячангский вайб. Вообще, конечно, трип, народ. Реально трип. И просто как в другую жизнь какую-то попал. Вот этот Хаян остался где-то далеко. Добро пожаловать в Нячанг. Кстати, я полюбил эти кресла. Смотрите, можно на них позалипать будет. Так, еду забирать свои вещи. Ну, прикольно, прикольно, народ. Короче, я не знаю, буду стараться описывать свои состояния, но как только я вернулся в город, знаете, я немножко как будто бы стал бешеным. В общем говоря, сейчас посмотрим, что будет происходить. Уже на крыше у Никаса. Тебя можно снимать? Ты заебал, блин, ну как нельзя? Ну, блядь. А что, ты скрываешься? Ну такое, не публичный сейчас. Ну ладно, не, ну... Не подстрижен, как Ну, следует. бля, ну ладно, окей, как скажешь. Я это дома поснимаю, дома красивые. Короче, заехал за вещами, мы поднялись на крышу чисто так посмотреть на Нячанджелес с высоты птичьего полета. Блин, ну прикольно, конечно. Че, я уж соскучился даже немного за этим. Че, я забрал уже вещи, что-то Никас не хочет сниматься, я думал, что ему пофигу. Ну ладно, в общем, я сейчас в отель, везу рюкзаки и, не знаю, надо где-то позавтракать, жрать просто хочу дичайше. Фу, день, ночь, что происходит? Вырубил бутылку воды еще в номер. Вот, смотрите, у меня пак вещей, вот так выглядит. 2 рюкзака. В целом нормально, знаете, я думал, что вот надо уменьшаться. Не, я буду, конечно, продолжать, но мне, в принципе, несложно вот так вот иногда передвинуться. Даже прикольно немножко груза потягать. О, дом, милый дом. Кровать, а что нам еще надо? Я тут уже в сок выбрался. Все время пили здесь сок очень дешевый. Райончик Океануса. Друзья, я постепенно буду пытаться ввести вас в курс дела, какие вообще настроения сейчас в Нячанге. В плане того, что тут очень много инцидентов с русским пиплом происходит. Ну и вообще в целом вот эта история в 4 часа ночи с бухим чуваком, который кого-то там прирезать хотел. Это, короче, жесть. Конечно, жалко, что я этого не снял. С одной стороны, я думаю, блин, надо в следующий раз как-то, знаешь, ну, как-то попробовать это заснять. С другой стороны, я думаю, нахрен мне вот это нужно? 4 часа ночи с 2 рюкзаками. Вообще просто подходить даже к синему чуваку. В общем говоря, я думаю, что если я сюда буду приезжать, я еще не раз здесь на такое наткнусь. Добро пожаловать в Нячанг. Авокадо смузи 20 донгов стоит за стакан пол-литра.
Не знаю, на самом деле лучшая полезная еда, которую можно только себе пожелать. И попробую здесь в Нячанге особо не питаться вредной пищей, потому что в последнее время что-то я зажестил вообще, даже Кока-Колу стал покупать иногда. Вот, кстати, чтобы вы понимали, в Хаяне вот такой смузик будет стоить, ну, я думаю, минимум 50, может быть, где-то около того. Может быть, даже дороже, 60-70 донгов. Ну, что я могу сказать, народ? Сижу сейчас возле Океануса. Не знаю, честно, почему я сюда приехал. И мне кажется, что русских сюда просто притягивает какая-то необъяснимая, неведомая сила сверхъестественная. Реально, русского пипла здесь настолько много. Практически вот каждый человек, кто идет, это русские ребята. Где-то около, наверное, часу я здесь просто сижу, наблюдаю, что происходит, что вообще people делает. В основном все отдыхают, ходят, пьют пивко, по вот этим соседним кафешкам ходят. И, в принципе, все. Русские магазины, прикиньте, тут, говорят, пятерочка открылась просто в Океанусе. Пятерочка, может, еще магнит даже открылся, я не знаю. То есть во что это превращается место? Ну, такое, как бы, опять же, наверное, прикольно после России приехать сюда и месяц, типа, здесь пожить, где не гоняют копы, где можно вот так выйти на лавочку, сесть и пиво просто хлыстать, и никто ничего не скажет. Это ж курорт, это нормально. Наверное, вот за этим сюда все и едут. За некой свободой, которой на родине уже практически не осталось. Но атмосфера, если честно, я вам скажу, пока что такая себе. Ну, я к этому готов, то есть меня, в принципе, это место заряжает. Ну, прикольно. Пока как-то так. Как-то так. Ребята, всем здорово. Это уже следующий день, даже не день, это уже следующий вечер Нячанга. День просто телепортнулся. Я даже не буду рассказывать, что я делал. В целом, особо ничего. Встретился с парой людей и, в принципе, все. Сейчас, в общем, едем к бабке под забором. Помните ту самую бабку под забором, где все едят морепродукты? Блин, это место распиарили русские просто невероятно. Там говорят, что сейчас очередь, чтобы поесть кальмары в кляре. Сейчас посмотрим, кстати, так это или не так. Странное это дерьмо, Нячанг. Я пока что не раскусил, что я буду здесь делать. Но в целом, вроде прикольно. Да, вроде прикольно. Смотрите, что я тут обнаружил. Караоке эмо. Я не знаю, возможно, там можно петь только грустные и плаксивые песни для эмо-боев. Блин, это что такое? Что, бабки больше нет, что ли, под забором? Она ж здесь всегда была, смотрите, никого нет. Может, у нее сегодня выходной. Геть, надо разузнать. А что, такая точка классная была? Не, ну, глядите, вот здесь у них печка, они здесь готовили еду. Походу, сегодня отдыхают. Блин, а я так хотел поесть креветочек. Так, ну я не знаю даже, а что делать-то? Доброе утро. Что, зацените кусочек моего отельного рассвета. О, друзья, всем доброе утро. Нячангские будни продолжаются. Вы думаете, я сейчас пойду туда? Смотреть на этот прекрасный рассвет и как город просыпается? Хрен там плавал. Спокойной ночи, я спать. О, Нячанг, отпусти. Что-то я ничего не могу делать, народ, вообще. Просто день уже пролетел, или 2 дня. Что-то я уже сбился со счета. Короче, какая-то апатия напала в этом городе, не знаю. Вроде бы все ништяк, а вроде бы как-то все непонятно. У меня даже вон усы загрустили. Короче, надо поспать. Утро вечера мудренее. Ух, доброе утро всем. Ну что там у нас за окном? Офигеть, уже закат. Так, что я хочу сказать, народ. Короче, мне снова в этой комнате стало очень плохо, несмотря на то, что здесь высокое искусство на стенах висит, но очень мало места. Поэтому я принял такое решение. Я думал, что не буду задерживаться в Нячанге. Я принял такое решение, что, наверное, я сниму на месяц здесь квартиру. Короче, здесь знакомый живет, и вроде как там есть квартирка неподалеку. Вроде даже неплохая. И я подумал, а что, почему бы нет? Вот мне нужно просто пространство, где мне можно походить хотя бы внутри помещения, потому что здесь, в комнате, вчера я реально весь день провел в комнате. И я снова начал трейдить на рынке крипты, и просто сутки я вот так вот просто смотрю на график и пытаюсь там что-то сделать. Короче говоря, когда негде вот даже реально походить, это, ну, очень сложно. Так что сегодня буду решать квесты с квартирой, надеюсь, что будет достойный вариант. Вот. Такие дела. Да, жизнь в городе, она очень странная. Мне кажется, что она превращает меня в какого-то, я не знаю, скуфа? Скуфа?
Кто вообще такие скуфы? Просто старые люди? Разве я старый человек? Ну, а как вы хотели? Короче, дни в Нью-Анджелесе пролетают супер быстро. Реально, я опять вернулся в какой-то сумасшедший свой режим. В общем говоря, буду привыкать к городскому ритму. Сказал вторую девочку себе на приборную панель. И вот это стекло от байка, нужно будет это все поставить. Заеду к Андрюхе по ссылке где-то у него. Так, у нас тут сделка с Андрюхой в темноте. Решаем дела, куда приделать аниме-девочку. Короче, заказали новую эту девочку. Ту же самую. Так что все на свои места возвращаем. Вот еще, смотрите, такая тема. AirTag. Xiaomi AirTag. Чтобы находить свой байк. 150 донгов стоит такая штучка. На год хватает батарейки. Можно куда-нибудь в байк просто такой ныкать. Если байк угонят, можно хотя бы будет знать, где он находится. Так что решил тоже вот такую штуку сделать, потому что уже были попытки взлома моего байка несколько раз, и в следующий раз я чувствую, что я где-то его оставлю и не найду его. Слушай, он мигает. Инструментарий уже накопился за долгое время. Все, тут эпоксидка есть, какие-то сварочники, дремель, отвертки, чтобы можно было зачинить. Ну, выглядит посвежее. Короче, мы ожидали, что здесь будет новое стекло с этой деталью, а по итогу ни хрена. Кстати, люблю этих чуваков. Это называется кивсики. Вылезают в мунсун, повсюду просто ползают. Ну что, операция успешна. Девочка снова на байке. Какие ставки? Сколько она в Нячанге продержится? Мне кажется, что где-где в Нячанге я даю, что меньше недели. Меньше недели ее просто вместе с байком укатят. В Нячанге не отрывают аниме-девочки, они забирают сразу байк. Поэтому, видите, подготовка. И AirTag, по которому будем потом этот байк отслеживать. Если что, поедешь со мной это искать? Фавелы. Легко. Такая погода бездождливая. На небе лунное гало. Смотрите, какая радужная луна. Едем, едем, едем в далекие края. Куда мы едем? Я сам не знаю. Короче, мы просто катаемся. Не смог проехать мимо, такой запах здесь, возле этого места. Беру дурианчик. 70 донгов за килограмм. Знаете, вообще нормальная цена сейчас на него 40-50, даже можно за 30 иногда где-то купить. Ладно. Один раз можно взять и чуть-чуть по завышенной цене. Хочу сейчас посмотреть здесь квартирку, где-то вот в этом районе. Так сказать, поработали, теперь можно и поесть. Ты как, относишься к любителям дуриана или нет? Я не знаю. Ну, в смысле, не знаю. Подожди, я думал, ты ешь. Я его не ел. Нет? Ты даже не пробовал ни разу? Реально луком. Тогда это твой шанс узнать. Ну, возьми вот этот вот, он хотя бы поспелее. Если не даешь, выбросишь. Но мне кажется, он не сильно спелый, если честно. Ничего. Не? Ладно. Лук, горы лук. Я не знаю, а ты чего ожидал, что это будет со вкусом картошки? Не, ну я тебе честно скажу, это не самый лучший дуриан, который я ел. Не сильно хороший, но и не самый плохой. Как бы, когда любишь дуриан, уже пофигу. Ну это как вареный лук. Ешь вареный лук. В чем прикол? Я чувствую вкус крем-брюле. Не, какой нафиг крем-брюле, ты прикалываешь, что? Вареный лук? Недоваренный причем. Я не знаю, уже не могу распробовать что-то другое. Здесь крем-брюле, лук, какое-то сладкое, я не знаю, кремообразное что-то. Ну, вкусное же, не? Ладно, по 10-бальной шкале. Да, ну я не знаю. Вообще. 0? Блин, как лук это да. Но если хочется лука. Я бы, наверное, лучше манго съел. Так, что, у меня сел аккумулятор, короче, на байке. Домой его пешком тарабаню. Блин, жесть, как это вообще произошло? Я не понял. По идее, аккумулятор новый, я его только заменил. И тут вот такая подстава. Друзья, вот на будущее зарядка для аккумулятора. Что надо с собой возить? О, дом, милый дом. Жесть. Блин, просто эта подстава появилась из ниоткуда, реально.
Катался на байке, даже проехался с чуваком до магазина и обратно. Никаких проблем. И вот такое. Еще очередной день закончился. Особо ничего полезного за этот день сделано не было. Попробую еще раз завтра. Новый день уже настал. Мы с Андрюхой катаемся, пытаемся найти аккумулятор мне на байк. Заодно починить ему колесо. Так, короче, берем новый аккумулятор. 280 донгов сегодняшние траты. Вот прикиньте, как такое могло случиться. Мне поставили как бы новый аккумулятор в официальном сервис-центре. И потом я вижу вот это. Ну, не похоже, да, на новый аккумулятор? Вот как это происходит? Я отдавал свой байк чиниться в какой-то обычный частный, ну, к механику, как бы, к какому-то деревенскому. И вот представляете, этот пидор вытащил мой новый аккум по ходу дела и вставил мне вот это дерьмо. И которая меня вот так подставила, блин. Короче, я рекомендую, если вы будете отдавать свои байки чиниться во Вьетнаме, вам нужно прям смотреть, что они вам ставят за запчасти, потому что иначе, ну, они могут подосрать. Так, что, будем надеяться, сейчас все заведется. Все, попробуем. Все. Mission complete. Вот, уже одно полезное дело за сегодня сделано. Барбершоп для петуха. Ну все, спасибо Андрюхе за помощь с аккумулятором. Поехал домой. Мы вот, короче, такие думаем, а что делать? Представляете, извечный философский вопрос. Что делать? И что может делать в такую хорошую погоду, на улице солнце? И мы решили, что пойдем поплаваем. Поплаваем в море, потому что реально мы живем на море уже... Вот я живу на море уже 6-й год, друзья. 5 лет в Индии, 1 год во Вьетнаме. И я практически не плаваю в море. Почему мы этого не делаем? И я не знаю, это загадка человечества. Точно такая же, почему все эти русские живут в океанусе. Так что за сегодняшний день уже с утра пораньше сделано одно полезное дело. А это значит, что мы заслужили хороший отдых. Значит, я решил, что я хочу остаться в Венчанге еще на какой-то неопределенный срок. В общем, решил, что сниму комнату. Вчера посмотрел здесь неподалеку комната в отеле. 2,5 миллиона донгов. Она, блин, я надеюсь, что я не сойду с ума в этой комнате. Ну, то есть она чуть-чуть побольше, чем вот эта, но зато стоит 2,5 миллиона. А это стоит, между прочим, 3 миллиона донгов, даже чуть больше, 3 300 в месяц, если снимать. Ну, вы представляете, месяц вот в такой комнате делать. То есть я уже здесь схожу с ума, реально. У меня уже кукунька все едет, когда я вот в таком тесном пространстве. Мне нужно ходить, мне нужно вот ходить кругами по комнате. А что вообще вы делаете, вот когда вы дома одни? Вы как? Вы просто ложитесь на кровать и лежите? И ну кайф же, когда можно походить у себя по помещению. В общем, да, и мне не хватает вот чуть-чуть буквально пространства, чтобы совсем не поехать кукухой. Завтра у меня последний день здесь, в этом отеле, и будет переезд. На месяц остаюсь в Ничанге. На месяц, друзья. Даже какая-то ностальгия, реально. Я вспоминаю, как мы раньше здесь жили с Юлей, и было прикольно. Здесь, да, мы такие домоседы были, но все равно, знаете, здесь как-то движовее. По сравнению с Хайяном, я думал, что в Ничанге, когда я здесь долго жил, что тут как-то все пенсионный фонд какой-то. А в Хайяне, на самом деле, там не пенсионный, там уже смерть. Там люди, они вообще не выходят из дома никуда. Реально, только в магазины, и даже еду с доставкой на дом заказывают. Практически все, кого я знаю. Пиздец, что с людьми происходит? Почему никто не тусит? Почему никто не общается? Русские ведут себя как-то обособленно друг от друга. Друзья, давайте сплочаться. Помните, как раньше в 2000-х годах было? Мы все знали всех соседей. Мы знали, кто живет в соседних домах. Куда это все пропало? Давайте, жители Ничанга, давайте объединяться. Пишите, если кому скучно, давайте гулять, дружить. Ну, как-то создавать вот это комьюнити, потому что вот эта история, типа группировочками по 5 человек, все собрались в своих квартирах, это никуда не годится. Закат. Тибеты вообще нон-стопом крутят эти тренажеры. 4 утра, 9 вечера, пофигу вообще, просто бабки фигачат. Народ, смотрите, кто-нибудь знает, что это за эффект, как он называется? Вот эти лучи. То есть солнце зашло вообще вот там где-то, с той стороны. А лучи почему-то видны вот с этой. Как это объясняется вообще? Короче, народ, такая движуха. Чем тут люди обычно занимаются? Это прямо, чтобы вы понимали, мы прямо перед океанусом. Вот она, это резервация. Кстати, поняли, что это такое. Океанус — это русская резервация. Чем обычно тут занимаются people? Вот просто на тренажерах либо тусят. Здесь вот такая есть дорожка. Тут в основном вот эти ребята с колясками туда-сюда катаются. Какая-то часть людей плавает в море.
И вот здесь русские ребята пытаются воздушного змея запускать. На самом деле никакой движухи вот здесь не хватает какого-то, не знаю, может быть какого-то шека пляжного, чтобы какая-то была, может быть, кафешка прикольная с бинбэгами, где можно было бы посидеть. Вообще ничего такого даже близко нет. Вся вот эта движуха, она в центре находится с кафехами. Поэтому тут вот такой вот пенсионный фонд, небольшая Анапа, Геленджик. Вот, видите, даже ребенку плохо. Так, что тут у нас? Вафли тайм. Короче, 20-очка, 3 вида вафли и начинку. Смотрите, как она фигачит. В каждый кругляшочек сырочек. Покажу, как это будет выглядеть. И матча тесто. Вафельки готовы. Она еще остужает. Так, ну что, у нас очередной день подходит к концу. Я не знаю, как так происходит. Время уже почти 12 час. Очень непросто вообще что-то заснять. Реально. В основном практически все время я нахожусь в каких-то беседах со своими друзьями. И реально не происходит пока что никаких интересных событий. В целом это даже прикольно. Поел, как говорится, потусил с друзьями и еду на базу отдыхать. А, кстати, есть еще одна новость офигенная. Сейчас расскажу про нее. Буквально доеду до стояночки. Что, народ, зацените мой офис, из которого я работаю. Вот здесь вот так вот я, короче, обычно ложусь. У меня вот вид вот здесь на северную часть города. Вот здесь море. И вот мой офисный стул, это, короче, парапет на набережной. Отсюда торгую на бирже и пытаюсь заработать денег. Короче, что я хотел сказать. Блин, случилось просто откровение, реально. Это связано с криптовалютой. Короче, во Вьетнаме на бирже Bybit подключили весь Вьетнам просто к крипте. И теперь нам не нужны ни банковские счета, ни карты. Нам вообще ничего не нужно. Мы можем прямо напрямую с биржи оплачивать по QR-коду все, что угодно здесь. Даже кокос у бабки можно оплатить криптой. Вы просто представляете себе? И сейчас, знаете, до сих пор существуют люди, которые такие говорят: крипта — это пузырь, крипта там, типа, это небезопасно и так далее. Это все, что, я не знаю, не настоящие деньги. Друзья, вот вам, блин, живое доказательство. Целые страны уже переходят на криптовалюту. Куча денег в обороте в крипте сейчас. И вот мы уже дожили, что мы во Вьетнаме за крипту можем кокосы покупать, блин, у бабок, понимаете? Вот, друзья, вот такая вот золотая эпоха, короче, настала. Я понимаю, конечно, что все это технократическое и, может быть, немножко антиутопически звучит, и цифровой концлагерь и так далее. Но, блин, это на самом деле очень удобно стало. То есть мы теперь можем со своих, блин, бирж напрямую платить за все криптовалютой. Слава криптсообществу, блин. Bybit справа QR-код, те, кто во Вьетнаме. Просто фигачьте теперь, оплачивайте что угодно. Комиссии вообще не берет. Есть только конвертация, я посчитал, 1 донг, блядь, берет. 1 донг за транзакцию. Я, если честно, просто в шоке с таких новостей. И знаете, что самое прикольное? Это включили, но никто об этом не говорит. Реально, это запустили буквально, может, там 2 недели назад, но никто еще не говорит, почему это не распространяют, я не понимаю. Но не, я знаю почему. Потому что месье барыги, которые привыкли брать по 10% со своих соотечественников за то, что они помогают им обменивать их кровные на вьетнамские донги, они, конечно, не хотят, чтобы люди об этом знали. Ну все, простите, ваша работа подходит к концу. И это круто. Я хочу, чтобы так было. Я хотел, чтобы так было. Чтобы каждый был, вот все были на равных условиях. Чтобы не было вот этого никакого разного обменного курса. Кто-то там берет больше, кто-то меньше. Есть крипта, есть QR-код. Все, пожалуйста. Чисто по курсу. У всех курс одинаковый. Меняем, пользуемся. Да, я считаю, что так и должно быть. Добро пожаловать в будущее, короче, друзья. Это очень крутые новости. Вот так вот, народ. Будущее наступает. Скоро вообще весь мир в цифру превратится. Дом, милый дом. Я вам еще не показал комнату, в которой я буду жить здесь следующий месяц. Она, наверное, немного больше, чем вот эта, а может быть даже и меньше. Ну, короче, я попробую, конечно, как-то исправить ситуацию, чтобы там совсем не поплыть кукухой и как-то ее украсить. Ну, в общем и целом, да, месяц
будет жесткий. Я много об этом думал, что, знаете, надо довольствоваться тем, что есть и так далее. Но иногда ко мне все равно приходит мысль, типа, что вот почему я вот выбираю дешевую комнату, типа. Ну, то есть, из-за финансового положения или просто вот из-за того, чтобы доказать себе, что, типа, нет, чувак, кайфани как бы и здесь. И с одной стороны, это правильно, а с другой стороны, типа, блин, ну, можно было доплатить, типа, там, пару миллионов и взять себе какую-нибудь большую, приятную комнату с хорошим ремонтом, там, с хорошим столом, стулом и так далее. Не знаю, может быть, когда-нибудь я до этого дойду, и иногда мне кажется, что я больше удовольствия получаю вот от вот таких условий спартанских, чем от тех, когда я нахожусь как бы в лакшери. Надо попробовать еще разочек окунуть себя в такую более комфортную жизнь, чтобы точно понять, что же мне все-таки нравится больше. Короче, друзья, я не знаю вообще, что я хотел вам всем этим сказать и вообще всеми этими обрывками видео, которые я снимаю. В любом случае, спасибо за то, что смотрите этот бред и пишите комментарии и вообще как-то на это реагируете. В любом случае, я продолжу снимать дальше, так что ставьте лайк, подписывайтесь и ждите новых роликов. Я остаюсь здесь еще на месяц, так что за месяц уж точно наверняка произойдет что-то интересное. Попробуй себя как-то научиться развлекать в этом городе, поменьше сидеть дома, побольше находиться на улице времени. В общем, посмотрим. В любом случае, благодарю всех. Давайте скоро увидимся. Всех обнял. Всем пока. Народ, знаете, что еще хотел вот сказать? Просто вот мысли по поводу, ну, вообще крипты, цифровизации, вот этого всего. С одной стороны, типа, это круто. Ну, то, что, блин, будущее, вот так вот оно приходит, да, и мы уже какими-то из воздуха деньгами можем оплачивать реальные вещи, и другие страны и государства, они как бы принимают это, ну, как за настоящие деньги. И, казалось бы, для многих это нонсенс. Как вообще вот эта в воздухе информация может нести какую-то ценность? И, с одной стороны, это круто, это, ну, это будущее. Но, с другой стороны, друзья, это немножко антиутопичное будущее, где мы с вами оказываемся вот так вот внезапно в так называемом цифровом рабстве, цифровом концлагере, называйте это как хотите. По поводу этого уже есть много информации в интернете вообще, как некоторые люди видят наше с вами недалекое будущее, а я бы уже сказал, что это наше с вами сейчас настоящее. Недавно была такая история, где нам нужно было оплатить с карты в ресторане себе еду, и банк просто не работал. И в этот момент я прямо ощутил, насколько мы стали управляемыми в плане вот этих электронных средств. То есть, когда у нас есть наличка, да, многие, я думаю, что в этом меня поддержат, что когда есть наличка, ты всегда знаешь, что вот они, эти бумажечки, да, зеленые и так далее, мы всегда можем ими распоряжаться как хотим их, и у нас никто не может вот так вот просто отнять. А цифра, друзья, кто бы что ни говорил, это удобно, это быстро, но это такой контроль, который просто держит нас максимально в ежовых рукавицах, и когда нужно, нам отключают банковский аккаунт, нам отключат биржи, счет. И в одну секунду просто все деньги в цифре, которые вот у вас есть, если вы думаете, что это ваши деньги, то вы очень глубоко заблуждаетесь. Это не ваши деньги. Вам просто дают иллюзию, нам просто дают иллюзию того, что мы чем-то владеем, типа вот этими вот цифровыми деньгами. Но в любую секунду, поверьте, одним щелчком пальцев у нас ничего не будет, и мы ничего не сможем сделать. Я уже с этим сталкивался, и мне кажется, что в будущем многих из нас это рано или поздно коснется. Так что, еще раз, друзья, добро пожаловать в будущее. Каким бы оно ни было, я буду принимать его абсолютно любым, и с интересом просто пытаюсь заглянуть, что же там будет дальше. Короче, могу сказать одно. Это будет странное будущее, но очень интересное. Так что скоро сами все увидим.